Из каких задач обычно состоит моя разработка? Можно смело сказать, что большая часть действительно уходит на проектирование, продумывание и написание кода, но зачастую приходится делать и совершенно банальные вещи. Форматировать код, который прислал коллега, генерировать пароль в бэккрипт, да и вообще куча всего такого мелкого, зачем каждый из нас идет в Google и ищет в первых попавшихся ссылках какую-нибудь утилиту. Но в таком подходе есть проблема, даже 3 проблемы. Во-первых, баннеры. Подтвердите хранение кук, а то наш сайт по-другому не может. Посмотрите вот эту рекламу. Перейдите на другую очень интересную страничку нашего сайта, и нет, не всегда блокировщик рекламы от этого всего спасает. Во-вторых, банально не всегда удается найти то, что ищешь, и иногда ради простейшей задачи приходится перебрать инструмента 3-4. И в-третьих, иногда хочется отформатировать, скажем, JSON-ку, которая содержит уже чувствительные данные, и вставлять их на каком-то левом сайте совершенно не хочется. Если вдруг вы тоже столкнулись хотя бы с одной из этих проблем, то давайте я с гордостью расскажу вам о своем решении. Я поставил перед собой задачу создать минималистичное, универсальное решение, которым смогу заменить все эти походы в Google за мелкими утилитами. Эта программа должна запускаться на всех платформах, потому что я использую и macOS, и Windows, и Linux. Она не должна сдаваться от каких-то нестандартных условий, если, скажем, я захотел воспользоваться ею в своих баш-скриптах. И я должен быть спокоен за безопасность, а десктопному приложению можно всегда перекрыть полностью доступ в интернет. Так на свет и появился WebArtisan Pro. Если вы думаете, что я сейчас в конце видео попрошу с вас денег за него, то нет, денег я у вас не попрошу. Правда в том, что такого рода идея очевидна и летает в голове каждого программиста. Но почему-то среди существующих решений, вроде DevUtils, который только на Mac, DevToys, KyberChef, DevBox, я не нашел либо универсальности, когда и на Винде, и на Mac, и на Linux я не буду искать разные решения, либо вроде они предлагают интеграцию со сторонним софтом, но банально не дают возможности работать из командной строки, либо возможности вроде супер, но такое простое приложение жрет кучу оперативки, потому что написано на электроне, использует Chromium под капотом. И WebArtisan Pro при всех этих пожеланиях запускается на всех десктопных платформах. Это оптимизированное не веб-приложение. Уже сейчас предлагает более 40 функций прямо в одном месте, поддерживает темную тему, да, и позволяет работать из консоли. Интерфейс при этом я очень постарался сделать максимально ненагруженным, но функциональным. Например, в основе приложения лежат вкладки, чтобы одновременно работать с несколькими утилитами. И в целом мне очень хочется создать такое простое решение, которое будет радовать любого среднестатистического разработчика. И я буду рад, если вы, мои славные айтишники, мне в этом поможете. Я хочу попросить вас побыть моими первыми пользователями. Скачивайте WebArtisan Pro, используйте вдоль и поперек, жалуйтесь на то, что вас не устраивает, а я буду выпускать обновления и делать его лучше. Взамен вы получите пожизненную лицензию, ведь WebArtisan — это вообще-то коммерческий продукт, у которого даже есть первые покупатели. Если вы хотите помочь, то в описании найдете ссылку на Telegram-бота. Бот попросит подписаться вас на Telegram-канал, чтобы мы держали друг с другом контакт, а затем выдаст пожизненный ключ. А дальше скачивайте WebArtisan Pro и фидбэкайте в любом удобном для вас месте. Хоть в этих комментариях, хоть на официальную почту WebArtisan, хоть у меня в Telegram-канале. Не забывайте, кстати, подписываться на этот YouTube-канал, потому что в следующих роликах я вам расскажу про весь путь от прототипа до такого полноценного продукта, который даже может принимать платежи через известный сервис приема платежей Paddle. В общем, спасибо, что смотрели, и будем на связи.